Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, все мы вышли из воды. Именно поэтому многие животинки до сих пор не прочь принять ванну и порыбачить. Например, кот-рыболов, лисы, медведи или же рыбная сова. Но вот собачки не всегда промышляют рыбной ловлей. Их организм заточен скорее на стайную охоту на копытных. Однако в природе всегда найдется исключение из правил. Выживание того или иного вида зависит не только от его охотничьих навыков, но и от умения конкурировать за пищевые ресурсы в пределах своей экосистемы. Правда, иногда экосистемы меняются, в результате чего хищники, которые преуспевали с одной охотничьей стратегией, вынуждены адаптироваться к новым условиям обитания. И наш сегодняшний гость тому пример. Встречайте настоящего морского волка. Нет, не пропитого пирата, а песика, который любит рыбачить. Эти неуловимые мстители, как призраки, передвигаются вдоль береговой линии канадского острова Ванкувер, прописавшись в местных лесах. Уникальная адаптация морских волков делает их отличными пловцами. Они с легкостью передвигаются вплавь между прибрежными островами. Они буквально живут за счет океана, употребляя в пищу преимущественно рыбу и другие морепродукты. Кстати говоря, великие умы подтвердили генетическое и морфологическое отличие морских волков от своих наземных собратьев. Аналогичные генетические различия между волками наблюдались и ранее, однако открытие чего-то подобного на такой небольшой территории делает его уникальным. Ну а поскольку волки – это очень подвижные животинки, они способны преодолевать большие расстояния и пересекать естественные границы. Вот почему генетические различия можно ожидать, когда виды разделены значительным расстоянием, но никогда не живут относительно близко. Морские волки немного меньше своих серых собратьев. Размером они примерно с немецкую овчарку с красновато-коричневым мехом. Обычные лесные волки, как правило, на 20% крупнее морских. Как вы уже поняли, морские волки – отличные пловцы, которые могут плыть без остановки несколько миль. Согласно цитате одного зоолога, они живут двумя лапами в океане и двумя на суше. Как минимум половина их рациона – это лосось. Они приходят на мелководье, где нерестится лосось, выбирают подходящее местечко и ловят рыбу, когда она выпрыгивает из воды. Ловкость лап и никакого мошенничества. Правда, иногда они не брезгуют моллюсками, выдрами и тюленями. Морские волки даже способны загнать гризли, но скорее всего молодого или ослабленного, да и вообще они редко плавают на континент. Однако морские волки не по своей воле перешли на полуводный образ жизни и морское меню. Дело в том, что их естественная среда обитания претерпела множество изменений. В частности, это вырубка лесов, которая повлекла за собой уменьшение количества копытных. Но для серых морских разбойников и в этом есть свои плюсы. У них практически нет пищевых конкурентов и, соответственно, естественных врагов, поэтому их шкурка всегда в сохранности. А как вы думаете, фауна нашей планеты может эволюционировать обратно? Ведь с изменением климата из-за деятельности человека ледники тают, а уровень мирового океана растет. Напишите свое мнение в комментах.
Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!